Здравствуй, Илюша. Я по тебе очень-очень скучаю. Я тоже по нему скучаю, он не клюет. Я тебя очень люблю. Твои мотыли, они просто шикарные. Начинается. Они такие вкусные. Да не надо в объектив. Кишки уже видно. Привет, друзья! Я выехал на рыбалку очередной раз, наверное, последние разы уезжаю уже, потому что сейчас температура воздуха плюс 4, просто ветер дует холодный, поэтому закрылся. А днем доходила температура до плюс 7. Я еду половить леща, наверное, еще одна-две рыбалки, и лед начнет уже сильно таять у нас. Вот. И я еду на новое место. Да уже не на старом месте, как обычно я ездил, а исследую новые места. В общем, мне кажется, по руслу лещ в этом году очень хорошо держится и клюет. Поэтому выбрали место, где меньше народу. И как раз где удобно подъехать с другой стороны и половить, чтобы меньше толпа была. Не хочется вот в толпе сидеть, потому что больше толпа пугает леща, чем лещ сам клюет. Тем более ребята там сидят, уже ловят вторые сутки. И мы решили тоже к ним присоединиться. Вот, я не один. Сзади меня вон Дима идет, председатель сообщества нашего рыболовного. Так что в надежде на хороший клев. И в ночь идем перед праздником, как раз в среду, поменьше народу. Может, наоборот, это даже лучше будет в нашей рыбалке. Сказать, что если действительно из банка бы звонили, я бы так ответил, я бы никак не расстроился. У меня об этом никаких. Молчи, блядь. Я еще флаг не повесил. Да мне пришлось так ходить. Илюха, флага хочет. Это надо вас. Не знаю, что это такое, но я еще пока расставляюсь. И вот первая поклевка. Что тут вообще, ну, еле-еле. Ха, плотва. Ладно, первую рыбку отпускаю. Пусть идет по маму, по папу. В общем, большую несет. Все, давай. Так, я еще не успел. Ну, то есть я еще не прикармился вообще. И вот уже вторая поклевка. Сейчас пытаюсь поставить последнюю удочку и буду прикармливать. Пока одолевает плотва, мне кажется, все-таки надо прикормиться, чтобы лещ подошел. Такая плотвичка. Все,
Поплыла. Пару плотвичек это не результат, поэтому будем готовить прикормку и прикармливать сейчас. Я всю зиму пользуюсь, по совету ребят, прикормкой Greenfish белая рыба мотыль. Белая рыба мотыль, она прям вонючая. Вот. То есть, ну, также, наверное, мотыль тоже пойдет. Но вот они уверяли меня, что очень хорошо работает эта прикормка, белая рыба мотыль. Я ей пользуюсь, проверено на водохранилище, поэтому что искать лучше, если ребята уже все это проверили. Вот. Ну, а прикармливаюсь я по обычной схеме, которую они мне рассказали. И она, кстати, рабочая. Блин, воняет, как еще то. Г. 2 горсти прикормки. Сухой. То есть я с ней ничего не делаю. И в нее свежий мотыль кормовой. Ну вот, не знаю, грамм 200, наверное. Остальное еще я на сутки выехал. Ночная рыбалка, по сути дела. Половлю ночью и днем буду собираться уходить. Вот. Сухая прикормка, она запах дает и разбивает именно мотыль до такого состояния. Потому что мотыль, если вы знаете, что он там, когда его с газеты берешь, он как в комки слипается. А вот именно прикормка его разрыхляет. Сейчас покажу, что в итоге получится. Вот видите, в итоге получился вот такой вот рассыпчатый мотыль. По сути дела, прикормкой мы больше разбиваем мотыль, чем прикармливаем. У меня уйдет где-то килограмм мотыля и вот эта пачка гринфиша килограммовая. Ну и я не буду вытаскивать, а буду прикармливаться прям сразу в лунку. Надеюсь, все-таки плотва это хорошо, но подойдет именно подлещик. На это расчет. Погнали. Так. Все. Ну и так по 2 кормушки. У меня она средняя кормушка. Каждую лунку через час-два, ну, думаю, через 2 часа повтор. И в кормушку я не забиваю сильно. Ребят сказали, не надо, потому что утрамбовывать мотыля это плохо. Он еще должен на дне распределиться как-то. И тут оно клюнуло. Подожди меня. Что-то слишком бойкое. Блин. А, подлещ. Опа. Ну, наконец-то первый подлещ на новом месте. Что, ребят, собрался выйти на улицу, начал одеваться, и вот первая поклевка, первый лещ подошел. Так, клюнул на крючки, на обычные. Поставил сигнализатор пескун, потому что долго не клевал, ну, чтобы не смотреть постоянно на удочку. Вот поставил. Сработало. Есть. Вечер пошел. Как раз и, наверное, выходы пошли. Ребят, поклевывает, и вот у меня наконец-то. Какой агрессивный. Такой прям бьет сразу.
Ну что, дело налаживается. Выход. Пошел выход. Сразу несколько. Блин. Залез под соседнее удилище. Хотя расстояние сантиметров 70. Ну, залез. Умудрился. Поплавок в действии. Опа. Хороший размер. Опа. Вот такой подлещик. Грамм 400 точно есть. Редко вот так потихонечку поклевывает. Хотя до этого ребята здесь прям сидели и очень хорошо ловили. Ну, будем ловить. Выложила. Ух ты. Опа. Опаньки. Погнали. Стал подходить рыбка. Поклевывать. Наконец-то. Дождался. И неплохие экземпляры. Не мелочь. Главное, чтобы не плотва. Ребят, ну вот такие стали подходить. Грамм 400-500. Подлещики. И как-то вот чуть-чуть почаще. Ну, все-таки уже к 9 часам время идет. Поэтому почаще, я думаю, в ночь попрет. Наловлюсь вот так. Выложила поплавок. Опа. Не успеваю, уже третью удочку вот я вытащил. Сейчас, по ходу дела, все удочки повытащу. Буду перенасаживаться и закидываться заново. Пошел клев. Фрикцион какой-то метаться начал. Прямо перед лункой. Мне нравится, прям сопротивляется хорошо. О, так он хороший. Ух ты. Смотрите, ребят. Уже хороший размер подходит. Такие грамм ближе 600. Ух ты. Леска. Ребята уже вот такие подходят. Ну, где-то, ну, больше полкилограмма, прям. Уже такие зачетненькие. Давай, родной. Так, надо хотя бы без удочки не остаться вообще. А то уже две там, один крючок оторвался, другой еще что-то там. Надо хотя бы это опустить. Конечно, когда интенсивно, надо убирать удочки. Но пока я еще не вижу, чтобы оно постоянно. Только вот подход первый был.
чтобы прям так сильно клевало. Еще пока не ощущаю. Так, ребят, как говорится, жизнь налаживается. Я пытаюсь здесь переставить леску на одну. И поклевочки идут. Идут. И я вот не прикалываюсь уже часа полтора. Ловлю. Не успеваю. Мне здесь надо будет просто слезку еще перебрать на удочке. Опа, есть. Верхний крючок. А, не, мормышечку я здесь поставил. Такой подлещик уже какой-то, ну, то меньше, то больше. В общем, поклевывает. Так, посмотрим, что там с крючками. Ну, я не всегда перенасаживаю. Только добавляю иногда. А когда клюет и занят, то можно вообще... Ну вот, единственное, хочу убрать слизь. Слизь это плохо для ловли леща. Небольшим количеством мотыля он позарится, а вот слизь может им помешать. Все, давай клюй, большая, маленькая. Не успел опустить, сразу же поклевочки. Есть. Есть поклевочка. Ах ты, он идет в соседнюю лунку. Как бы он не зацепил поплавок соседний. Смотрите, как бьет под напрягом, а. Блин, какие буйки здесь в этом месте лещи. Это просто что-то с чем-то. А, он и хорошего размера. Опа. Конечно, он бойкий. Блин, вся вода здесь. Опа. Вот такой, ребят, хороший. Грамм 500-600 есть. Прошло где-то часа полтора. Клев стих. Соответственно, надо прикормиться. Раз стихает клев, будем кормить. По одной кормушке в каждую лунку. Опущу. Стик, значит, надо прикормить чуть-чуть. Потом еще через час-два. Ну, наверное, через 2 лучше. Ну, как получается, так кормлю. Так. Было затишье, прикормился, и вот спустя минут 30 подошел. Ну, не активный клев, такой вяленький, но бойкая рыба, прям чувствуется по ней. Такой подлещик. Прям борется, бьется, приятно. Лед еще приличный, сантиметров 30 точно. Вот. Надо поднасадиться. Чуть-чуть прям. Вот. Весь перенасажу. Здесь вот мотыль половина прозрачно уже стал. Насадочного мотыля очень много, поэтому не буду жалеть. Опа! Редко, но метко. Взялась. Кстати, вот на эту удочку почему-то клюет сейчас. Может быть, здесь с этого края получше, что ли? Не шуметь стали, наверное. Да ё-моё. Зацепился. Все, ушел. Блин. Так. Блин, поклевки резкие, но редкие.
Давай, давай, родной. Я тебя ждал долго. Опа. Так. Да ё-моё. Крючки вот эти зацепистые, синие. Фиг вытащишь. Опа. Вот такой подлещ. Доброе утро, ребят. Встал с утра. В общем, заварил себе кофе, пью. Ночью были поклевки. Я оставил кишки Рыбакова. 2 по краю, самые дальние, чтобы не перевязались. Потому что ночью лещ если клюнул, он начинает сильными кругами ходить. И у меня было такое, что если стоят 4 удилища вот так вокруг, и, в общем, все приходится обрезать и перемонтировать. Вот, поэтому ставлю всего лишь 2 удилища по краям. Вот. Поклевки шли, но поклевки редкие. Где-то раз в час одна вот поклевка шла. Вот. Немного полавливал, просто не снимал. И был один досадный сход. Прям хороший подлещ, сильно боролся. Прям в лунке сошел и в лунке ушел. Вот. И уже захотелось спать, уже под утро, уже ближе по-нормальному заснуть. И поэтому выключил, поспал. Сейчас встал. Полностью все насадил, поставил. 2 поплавка с крючками и 2 с коромыслами. Лунки у меня 4. Вот. И, естественно, прикормился. Ну, как-то сейчас у меня пока нет шевеленок. Надеюсь, рыбка подойдет. Вот. И с утра очень много народов. Если вчера наше количество палаток увеличилось всего лишь в 2 раза за ночь, то сейчас человек 100 народу еще пришло. Хотя место раньше было непопулярное, здесь вообще народа не было. Ну, так люди через отчеты узнают, где как клюет, и идут туда, где видели отчеты. Чуть попозже покажу, на улицу выйдем. Сейчас пока допиваю кофе и жду поклевки. Шевеленочки. Давай, клюй. Решил приподнять на полметра. Думаю, может, в слоях стоит. Вот как раз поклевка. Мне кажется, это плотва. Плотва, она бойко бьется просто. Так. Ну, да. Вот она, жирная плотва. Поклевки вот с утра очень плохие, хотя на утро все рассчитывали. С вечера были поклевки, но все говорили: о, утром попрет, утром попрет. А вот и не угадали. Вот. Ну что, будет плотва, будем плотву ловить. Вот. Я все-таки одену, но оставлю высоту. Мне интересно в любом случае рыбу ловить. Любую, какая бы она ни была. Пусть будет одна удочка приподнятая. Посмотрим, как будет клевать. Вышел на улицу показать вам наш лагерь. Такие окна, вот когда нет сильных морозов, внутри не запотевает, прям офигенно. Вот я открыл, электричество отключил, прям светло, как днем. Вот. А вот наш лагерь. Но если учесть, что в этом лагере было вчера 1, 2, 3, 4, 5 палаток, то за ночь, сейчас я вам покажу, сколько людей еще пришло. Это просто пипец просто. Видите, да? Тут за ночь палаточный городок вырос в 2 раза. Вот. А еще человек 50 вот пришло просто половить. Сам первым пришел один из наших людей сюда.
И он говорит, 3 недели назад здесь ни одного не было. Вот так распространяют слухи о клеве, и быстро перебегают люди сюда. Вот. Наш дружный именно. Так, вон флаг, видите, да? Нашего сообщества, вот который фотосалют мы делали. Там председатель наш, Дима. Сейчас зайдем еще к одному участнику, который вот как раз разлавливал это место. Эдик? Как с клевом, Эдик? Не очень. Не очень? Сейчас затихло? А подзатихло маленечко. Все рассчитывали мы на утренний клев, да? Ну, мы рассчитывали, во-первых, на утренний клев. Во-вторых, что-то носки мои то ли... Да, не той Да, выдержали. носки не буду Да, я поэтому пытался на это, плюс квоки. На квок, на храп идет? На храп тоже не очень пошло. На храп не очень, да? То ли тональность не та, то ли Настраивать. пука еще не хватает. Пука. Добавить, да. Да. Ну, вроде Толян сегодня отличился, там Дима немножко навел. О, смотри, клюет у тебя он. Кивок потихонечку. Но это плотва. Я сейчас плотвичку поймал с сантиметров 40 вот так. Плотвичку. Понятно. Особо ничего такого. О, поклевка. Давай, давай. Давай, Эдик, профессионал наш. Была поклевочка на коромысло. Коромысло работает? Сработало, да. Отлично. Такой бойкий, не крупный, а что-то бойкий. Слушай, он здесь какой-то реактивный. Вот на лесной школе тащишь, он как-то не очень сопротивляется. А здесь просто реактивный. Не из-за этого. Он вот прошлый раз он вообще вялый был. Вялый? Даже крупнее. Может быть, как раз таять начал вода. Может, активизировался. Активизировался. Да. О. Здравствуй, Илюша. Я по тебе очень-очень скучаю. Я тоже по нему скучаю, он не клюет. Я тебя очень люблю. Твои мотыли, они просто шикарные. Начинается. Они такие вкусные. Да не надо быть объективным. Кишки уже видно. Сейчас увидим, чем сорет. В общем, ты херачишь. Я? Ты же ловишь. не покладая рук. Да, Илюх, не вру я, вон вся рыба. Я В пакете там на улице еще. Давай. Ничего не вру, братан. Я бы все вам все рассказал давно. Кажется, это плотва. Так, бойко клюет и сопротивляется, но легкая. Тащишь ее почти невесомая. Блин, не хочется, чтобы плотва ловилась. Хотелось бы подлещика. Да, вон она. Есть. Опа. Плотвичка на верхнюю мормышку. Все, давай, плыви, родная малипучка. Давай подлещик клюй, а? О, давит. Может быть, как раз это подлещ. Так. Ха-ха. Ну да, сопливый подошел. На верхнюю мормышку идет. Ребят, потихонечку собираюсь. И вот поклевочка. Ну, мне кажется, это плотвина. Слишком бойкая. Подошла плотва. Ну, вот плотва. Вот она подходит, потихонечку шевеленочки. Успел, засек, вытащил. Не успел, она ушла. Плотва подходит. Вечером вообще ее не было. Сейчас вот такая плотвичка. Есть любители, которые именно ходят, именно плотву ловят. Ну, я люблю более крупную рыбу. Сейчас уже собираюсь, видите, сзади все разобрал. И сейчас буду складываться, покажу улов и пойду домой. Итак, ребят, где-то около часа время. Ну, плотва одна клюет с утра. Может, к вечеру лещ активизируется. Я поймал рыбу, рыбалкой доволен. Есть крупненькие, есть крупненькие. Сейчас вам покажу. Смотрите. Ну вот. Более-менее такой.
подлещик. Вот такой. То есть, вот. Так что рыбалкой я доволен. Всем ни хвоста, ни шеи. До новых встреч на канале.